Компания Jeep официально представила обновленный Jeep Grand Cherokee с приставкой L. Внедорожник получил 3 ряд сидений и ряд инновационных технологий. Grand Cherokee 5-го поколения стал первой полноценной автомобильной премьерой 2021 года. Начать переход на новое поколение американцы решили с новой модификацией – удлиненной версии L. Теперь у Jeep есть флагманская модель для сегмента полноразмерных кроссоверов и внедорожников. Привычные 5-местные варианты Grand Cherokee подтянутся чуть позже. Визуально дизайнеры постарались остаться в рамках привычного дизайна культового внедорожника. Передняя часть вдохновлена внешностью недавно представленного концепта Grand Wagoneer и отличается более массивным капотом с уклоном вниз, уменьшенными элементами решетки радиатора, состоящей из 7 вертикальных секций, и тонкими светодиодными полосками в горизонтальных фарах. Как и ожидалось, в новом поколении Grand попрощался с немецкими корнями, то есть с платформой Mercedes ML серии W164. В основе новой модели лежит тележка Giorgio, на которой построены современные модели Alfa Romeo Giulia и Stelvio. Новый Grand Cherokee имеет несущий кузов, на 60% состоящий из высокопрочных сталей. При этом капот, багажная дверь, опора амортизаторов и передний подрамник изготовлены из алюминия. Колесная база достигает 3091 мм, а общая длина 5204 мм. Для сравнения, колесная база обычно у Cherokee составляет 2915 мм, а общая длина 4820 мм. Таким образом, трехрядная модификация стала почти на полметра длиннее. В интерьере изменения гораздо значительнее, нежели в экстерьере. Он частично лишился брутальных черт и получил более благородные материалы отделки. Теперь здесь полностью виртуальные приборы на экране диагональю 10,25 дюйма. Есть проекционный дисплей, а вместо рычага управления коробкой передач установлена вращающаяся шайба. Диагональ экрана мультимедийной системы Uconnect 5 8,4 дюйма, либо 10,1 дюйма, в зависимости от исполнения. Мультимедийка поддерживает Apple CarPlay и Android Auto, а вдобавок предусмотрен Wi-Fi. При всех нововведениях пульт климат-контроля остался полностью аналоговым, с настоящими кнопками, качающимися клавишами и парой крутилок. Jeep Grand Cherokee L предложен с 2 вариантами компоновки салона на 7 или 6 посадочных мест. В первом случае на втором ряду установлен 3-местный диван, а во втором – раздельные капитанские кресла. Объем багажника при 7-местном размещении 484 литра, при 2-местном – 2396 литров. Для начала клиентам предложат 5 комплектаций – Laredo, Limited, Overland, Summit, а также Summit Reserve, особенности которой – обивка сидений дорогой кожей, вставки из настоящего деревянного шпона и вентиляция сидений второго ряда. При этом мультиконтурное переднее кресло с вентиляцией и массажем есть уже в исполнении Overland. Также из оснащения предусмотрены камеры кругового обзора, фронтальная с функцией ночного видения, 950-ваттная аудиосистема Macintosh с 17-канальным усилителем, 18 динамиками и 10-дюймовым сабвуфером, а также система Active Driving Assist, то есть адаптивный круиз-контроль с функцией удержания в полосе. Несмотря на новую платформу, силовые агрегаты и трансмиссия взяты из прежнего Гранда. В списке двигателей шестерка Pentastar 3,6 литра, 294 лошадиные силы, 348 ньютон-метров, и V8 5,7 литра Hemi, 362 лошадиные силы, 529 ньютон-метров. Позже в гамме появятся и другие агрегаты, включая гибрид.
Все моторы работают в паре с 8-ступенчатым автоматом. Начальная версия у Гранда заднеприводная, но за доплату будет доступен полный привод в нескольких вариациях. Самая простая среди полноприводных версий получит трансмиссию Quadra-Track One с муфтой в приводе передней оси. Более продвинутый уровень Quadra-Track Two подразумевает демультипликатор с понижающим коэффициентом 2,72 к 1. На вершине остается система Quadra Drive 2, дополненная еще и блокировкой заднего дифференциала. Опциональной будет и новая адаптивная пневматическая подвеска Quadra Lift. С ней глубина преодолеваемого брода по сравнению с прошлой моделью увеличилась с 510 до 610 мм, а угол въезда изменился с 25,7 до 30,1 градуса. Пневмоподвеска с замкнутым воздушным контуром в стандартном режиме будет держать машину на высоте 212 мм от поверхности. Прежнее поколение было на 207 мм. На парковке новинка сможет опуститься до 170 мм, а для преодоления препятствия подняться до 277 мм. Список опций традиционный для базовых комплектаций. Это предупреждение о столкновении на высокой скорости с экстренным торможением, обнаружение перекрестка, помощник удержания в полосе и так далее. В более дорогих комплектациях ассистенты уже более продвинутые. Покупателям будет доступна система автопилота второго уровня, система ночного видения, камера с обзором в 360 градусов и система распознавания усталости водителя. В продаже на домашнем рынке Grand Cherokee L появится весной этого года. Базовая цена будет около $40 тысяч. Короткая версия с 2 рядами сидений дебютирует ближе к концу года. А пока вместо нее будет предлагаться Grand Cherokee прошлого 4-го поколения. Как вам внешность нового Grand Cherokee? Стал ли он выглядеть лучше? Пишите свое мнение в комментариях. Также не забывайте подписываться на канал, нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео и быть в курсе последних событий автоиндустрии.